Проведя обширные исследования клиентов, компания Honda выяснила, что хотя покупателям нравился внешний вид и имидж мотоциклов класса туристических эндуро, но для большинства сомнительная стабильность, вызванная длинноходной подвеской, большой высотой сидений и шинами двойного назначения, была серьезным сдерживающим фактором при покупке мотоцикла. Исследование также показало, что клиенты хотели бы мотоцикл, который имел бы этот уникальный стильный образ, а также на нем было бы очень весело ездить при любых условиях в течение всего года, будь то короткие поездки по городу или длительные поездки по всей стране. И естественно, Honda откликнулась и сделала мотоцикл, который решает все эти проблемы. В 2011 году компания выпустила в продажу Honda VFR 800X Cross Runner, который стал первой моделью в линейке кроссоверов Honda X. Honda VFR 800X Cross Runner представляет собой модель в новом, стремительно набирающем популярность классе современных кроссоверов, дорожных мотоциклов с возможностью комфортной езды по дорогам различного покрытия. Для этого они скрестили лучшие качества двух отдельных классов мотоциклов. Это удобная прямая посадка с повышенной проходимостью и шасси Naked, которое обеспечивает отличную управляемость в ежедневной городской эксплуатации. Концепцией всего проекта была непоколебимая стабильность на любых скоростях и простота использования. Прототипы этой модели провели в аэродинамической трубе 120 сеансов, что помогло сформировать многослойные панели обтекателя, которые помимо отличной аэродинамики придают и трендовый внешний вид. Далее у разработчиков этого проекта встал вопрос в выборе силовой установки, так как большинство спортивных туристов используют четырехцилиндровый двигатель, а большинство туристических эндуро используют двухцилиндровую силовую установку. В итоге, как и основа, был выбран двигатель от спорттуриста Honda VFR 800F, который специально перенастроили для этого универсального мотоцикла. V-образная четверка объемом 782 кубических сантиметра жидкостного охлаждения с развалом цилиндров в 90 градусов выдает 102 лошадиные силы и обеспечивает плавную кривую мощности с отличным крутящим моментом во всем диапазоне оборотов, который составляет 74 ньютон-метра. Первоначально Cross Runner, рассчитанный больше на асфальтовую эксплуатацию, имел довольно короткоходную подвеску и не самый высокий клиренс. Передняя 43-мм вилка имела ход 108 мм, а задняя маятниковая подвеска ProLink с моноамортизатором 119 мм. Однако полноценным кроссовером Honda VFR 800X стал после обновления в 2014 году. Мотоцикл получил множество изменений, начиная от новой внешности и заканчивая двигателем, который подвергся модернизации. Ему увеличили степень сжатия с 11,6 к 1 до 11,8 к 1, а максимальная мощность теперь составляет 106 лошадиных сил и 75 ньютон-метров крутящего момента. Была усовершенствована система HyperVTEC, которая управляет только одной парой впускных и выпускных клапанов на цилиндр при низких оборотах, переключаясь на 4 по мере их увеличения. В сочетании с повышенным крутящим моментом эффект представляет собой сильную, полностью линейную подачу мощности и мгновенное ускорение. При снаряженной массе в 246 кг Cross Runner от 0 до сотни разгоняется менее 4 секунд, а максимальная скорость составляет порядка 240 км в час. Средний заявленный расход топлива 6 литров на 100 км пути.
Также новая модификация стала выше, клиренс увеличился со 140 до 165 мм. При этом мотоцикл получил регулировку высоты сидения в двух положениях, либо 815 мм, либо 835 мм. Без внимания не оставили и подвески. Теперь регулируемая 43-мм вилка имеет увеличенный ход 145 мм, а моноамортизатор 148 мм. Передние тормоза стали мощнее, это 310-мм диски с 4-поршневыми радиальными суппортами вместо 296 мм. Трекшн-контроль был заменен на новую систему контроля тяги STCS, которая сравнивает скорости переднего и заднего колес с помощью бесконтактных датчиков ABS. Когда коэффициент скольжения заднего колеса превышает заданную величину, электронный блок управления ограничивает впрыск топлива и зажигания, уменьшая крутящий момент для плавного поддерживания сцепления. Эта система имеет два режима, либо ее можно отключить совсем. Помимо рамы мотоцикла теперь и алюминиевый консольный маятник с подрамником. Появилась светодиодная оптика и новые опции: ручки с подогревом, автовыключение поворотников и квикшифтер. У Honda действительно получилось выпустить шикарный мотоцикл двойного назначения, который довезет вас до любой выбранной точки на карте. При этом, благодаря своей управляемости, он будет проглатывать все серпантины на раз-два, доставляя удовольствие райдеру. А также без проблем будет возить и с работы на работу в городской толчье с бесконечными пробками.